Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой красивый японский узор. Вот такие цветочки украсят многие вязаные изделия. Их можно связать как отдельными элементами для украшения, допустим, шапочек, варежек, носочков, полочек на кардиганах, на шарфах, так и в качестве основного узора. Смотрите, как красиво смотрятся вот эти цветочки между ажурными дорожками. Края образца я обвязала платочной вязкой, чтобы они не заворачивались при демонстрации. Посмотрите, какой красивый узор, прям красивый. Такая изнанка. Давайте посмотрим на схему узора. Я не буду на ней подробно останавливаться. Здесь написано, что раппорт составляет 15 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вот я его выделила, этот раппорт. Но показана еще одна петелька перед раппортом. Все, дальше не было, вот этой линии не было. Я уже сама предлагаю еще после раппорта провязать 3 петли для симметрии узора, чтобы вот не обрывался узор. Если мы будем вязать, вот одна петля перед раппортом, потом повторять нужное количество раппортов и заканчивать этим, то у нас уже в конце будет просто обрываться раппорт уже без вот этой ажурной дорожки, что не есть хорошо. Так что мы сейчас с вами свяжем один раппорт, и перед раппортом будет одна петля, и после раппорта 3 петельки. Один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Вот эти промежутки на схеме, закрашенные серым цветом, это означает, что нет петли. Это значит, что при вязании на эти серые клеточки не надо обращать внимание. В общем, давайте мы начнем. Набираем на спицы 21 петлю вместе с кромочными. Первая кромочная у нас снимается не провязывая, последняя кромочная у нас провязывается изнаночной. Обратите внимание на схему. Первые 2 ряда у нас не входят в раппорт узора. Они считаются установочными, служат для перехода к узору. Вяжем первый установочный ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю, 2 лицевых, 6 изнаночных, 1 лицевая, 6 изнаночных, 2 лицевых и 1 изнаночная. Во втором изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку. Это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Если петля лицевая, мы вяжем ее лицевой. Изнаночные петли мы вяжем изнаночными. Такие ряды я буду в видео пропускать. Я буду говорить номер ряда и как он вяжется. Вот, мы провязали 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. Сейчас мы будем уже вязать сам узор. Первый лицевой ряд. 1 изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Вот, мне нужно для этого развернуть петельки, чтобы удобно их подхватить, и они красиво лежат. Это надо делать тем, кто вяжет, как я, бабушкиными петлями. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше делаем накид, вяжем 6 изнаночных. 1 лицевая и 6 изнаночных. То есть вот в середине мы вяжем петли по рисунку. И затем снова у нас петли ажурной дорожки. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. Второй изнаночный ряд мы петли провязываем по рисунку, накид здесь провязываем изнаночными. Вяжем 3-й лицевой ряд.
1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Вот так за задней стенки провязываем, подхватываем и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 6 изнаночных. И теперь из лицевой петли мы вывязываем 7 петель. Следующим образом вводим правую спицу в петлю и вывязываем лицевую петлю. При этом петлю с левой спицы не снимаем. Лицевая петля, делаем накид. 2 петли на правой спице. Снова лицевая петля, накид. 4 петельки. Лицевая петля, накид. 6 петелек и лицевая петля. Все, снимаем петлю с левой спицы, мы из одной петли провязали 7. И дальше вяжем 6 изнаночных, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 1 изнаночная. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Накиды вяжем изнаночными, и 7 петель, которые мы вывязали из одной петли, центральной петли, мы провязываем изнаночными. 5-й лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, 5 изнаночных. Затем снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот здесь у меня изнаночная петля лежит удобно, а лицевая нет. Я разворачиваю петельку и провязываем 2 вместе лицевой. Видите, как красиво, ровно они ложатся. Так, провязали 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, делаем накид, лицевая петля, снова делаем накид и в зеркальном отображении вяжем узор. 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня лицевая петля лежит удобно, а изнаночная неудобно. Ее тоже надо развернуть, чтобы провязать за заднюю стеночку. Но я ее провязываю сразу, вот не разворачивая. Вот ввожу спицу в лицевую петлю и подхватываю изнаночную вот за переднюю стенку и вот так вот. Вот просто. Можно развернуть, а тут она сама разворачивается вот таким образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево вы вяжите так, как вам удобно. Главное, чтобы получался узор. 5 изнаночных. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и изнаночная петля в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, только накиды в центре мы будем провязывать уже по-другому. Если мы здесь в ажурной дорожке накиды провязываем изнаночными, то накиды в центре, сейчас мы до них дойдем. Пока петли по рисунку вяжутся. Вот мы дошли до этого накида. И мы провязываем этот накид лицевой скрещенный. Вот так подхватываем его за заднюю стенку и провязываем лицевой. Нам здесь дырочка не нужна. И получается вот так красиво. Дальше у нас будет изнаночная. И снова накид провязываем лицевой скрещенный. Вот так за заднюю стенку. И дальше у нас петли идут по рисунку. И в ажурной дорожке накиды провязываются изнаночными. 7-й лицевой ряд, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 4 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночных,
накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда изнаночная петля. В 8 изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку. В дорожках накиды мы провязываем изнаночными, а в центре узора накиды провязываем лицевой скрещенный. Вот у нас накид, вяжем его лицевой скрещенный. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая и снова накид, вяжем лицевой скрещенный. Все, дальше петли по рисунку и в ажурной дорожке накиды вяжем изнаночными. Вот как получается. Несложно запомнить, что здесь накиды мы провязываем в изнаночных рядах лицевой скрещенный, а здесь мы накиды оставляем, провязываем изнаночными, чтобы дырочки у нас здесь были. 9 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у нас 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля. В 10 изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. В дорожках накиды провязываем изнаночными, в центре узора накиды провязываем лицевыми скрещенными. Вот, мы провязали с вами 10 рядов. И если мы в 3 ряду прибавили 7 петель, вот из одной вывязали 7, и вот у нас узор шел с расширением, то сейчас, начиная с 11 ряда, мы будем эти петли убавлять до первоначального количества. 11 лицевой ряд, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Один раз так провязали и еще раз провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше у нас будет 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных и 2 вместе лицевой с наклоном влево один раз и 2 вместе лицевой с наклоном влево второй раз. И дальше будет 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Накиды в дорожках мы провязываем изнаночными. В центре у нас уже накидов не было. 13 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, делаем накид, 2 изнаночных и снова 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, завершаем листочек. Дальше 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и изнаночная петля. 14 ряд. Мы вяжем петли по рисунку, только
Там, где мы провязывали 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот у нас изнаночная петля, вот где мы вязали листочек, завершали листочек, мы эту петельку провязываем лицевой. Все, дальше вяжем петли по рисунку и снова доходим до изнаночной петельки листика и провязываем ее лицевой. Все, остальные петли мы вяжем как обычно по рисунку. Вяжем 15 лицевой ряд. 1 изнаночная. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 6 изнаночных. И на следующей петле мы вывязываем шишечку. Берем крючок, вводим его в петлю на левой спице и вывязываем из нее 3 воздушные петельки. Можно сразу снять, вот так вот. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. И теперь нам нужно провязать 4 полустолбика с накидом. Делаем накид, вытягиваем, провязываем 1 петлю. На крючке 3 петли. Снова накид, петля, 2 полустолбик. На крючке 5 петель. Накид, петля, это 3 полустолбик. На крючке 7 петель. И снова накид и петля, это 4 полустолбик. И на крючке у нас 9 петель. Через эти петли протягиваем рабочую нить и закрепляем ее воздушной петлей. Вот, у нас получилась вот такая шишечка. Теперь нам нужно ее закрепить в петлю на ряд ниже. Опускаемся вот не оттуда, откуда мы все петли вытягивали, а вот петля на ряд ниже. И вот подхватываем ее за левую стенку. И у нас на крючке 2 петли, через них мы протягиваем петлю. И эту петельку мы возвращаем на правую спицу. Вот так хорошо затягиваем, и у нас получается вот такая симпатичная шишечка. Кому не нравятся шишечки, можете их не вязать. Можно вместо шишечек сделать бусинки. Можно вообще не вязать. Можно связать шишечки из меньшего количества полустолбиков, тогда она будет меньше. Но, естественно, из большего количества шишечка будет больше. Кому как нравится. Первую шишечку мы провязали, я показала подробно. Дальше остальные шишечки я буду показывать в ускоренном режиме. Дальше у нас будет 6 изнаночных. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная в конце ряда. В 16 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, только петля от шишечки у нас провязывается, вот мы дошли до нее, мы ее провязываем лицевой петлей. Остальные все петли вяжем по рисунку. Вот такие шишечки, они хорошо сидят, они никуда не проваливаются наизнанку, и они ровненько выглядят. 17 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 изнаночных. И на следующей петле мы снова вывязываем шишечку. Хорошо затягиваем, провязываем изнаночную петлю и снова вывязываем шишечку на следующей петельке. Это вторая уже шишечка в этом ряду.
Дальше 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 18 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными и петли от шишечек мы провязываем лицевыми. Вот петля от шишечки, мы вяжем ее лицевой. Дальше у нас 1 лицевая и снова петля от шишечки вяжется лицевой. Все, дальше петли по рисунку. 19 лицевой ряд, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 изнаночных, и вывязываем еще 1 шишечку на следующие петли. Хорошо затягиваем петельку и вяжем дальше. Будет 6 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 1 изнаночная в конце ряда. И вяжем 20 изнаночный ряд, это последний ряд раппорта, где петли мы вяжем точно так же по рисунку, только петля от шишечки у нас провязывается здесь изнаночной. Ну, получается, петли вяжем совсем по рисунку. Вот, петля от шишечки мы провязали здесь изнаночной на изнаночной стороне, здесь у нас получилось лицевой. Это для того, чтобы уже повторять раппорт с 1 ряда. И повторяя с 1 по 10 ряд, мы получаем вот такой замечательный узор. Вот и все. Я надеюсь, что вам понравился узор и мастер-класс. Если это так, то ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под этим роликом. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.